Приветствую тебя, зритель, и добро пожаловать на следующее видео, посвященное изучению языка программирования C++. И тема сегодняшнего видео — это оператор switch. Тут как бы много про него говорить смысла нет, впустую, так скажем, надо открывать редактор кода и показывать на живых примерах. Так, и смотрите, ребят, для начала нам нужно объявить какую-нибудь переменную целочисленного типа integer. Сейчас вы узнаете, почему это нужно сделать. И для того, чтобы объявить, воспользоваться оператором switch, мы должны воспользоваться таким же ключевым словом switch. То есть сначала мы пишем switch, и далее, похожим образом, с тем, как мы это делали, например, в операторе условного ветвления if, мы в круглых скобках передаем наше выражение, да, но в качестве выражения мы сейчас будем использовать нашу только что объявленную переменную value. Сейчас я объясню почему. И смотрите, по сути, оператор switch реализовывает, скажем так, ветвление с выбором. То есть в зависимости от какого-то уже конкретного значения, не просто, да, мы считаем там, у нас как бы, как в if было, да, мы высчитываем выражение, и уже в зависимости от того, истинно это выражение или ложно, у нас тело цикла либо выполняется, либо, соответственно, не выполняется, да, то в свитче уже ситуация немножко более хитрая. То есть мы в зависимости от значения вот этого выражения, которое в круглых скобочках у свитча находится, мы выполняем определенное действие. Но для того, чтобы его выполнить, мы должны как бы произвести проверку значения этого выражения. Для этого мы пользуемся ключевым словом case, и после этого ключевого слова сразу пишем значение, с которым будет сравниваться вышеупомянутое выражение. Ну, в нашем случае это просто наша переменная value. То есть, допустим, давайте сравнивать сначала со значением 0, далее мы ставим двоеточие, как только указываем значение, и после двоеточия мы пишем код, который будет отработан, да, то есть в случае соответствия нашего выражения, которое находится в круглых скобках у свитча, соответствие, ну, вот этому, да, значению 0, у нас отработает следующий код. Для того, чтобы в этом убедиться, мы сейчас напишем простой print. Ну, напишем, что value is 0. Давайте пока соберем этот простейший код. Запустим программу и видим, что да, switch у нас действительно отработал, так как у нас значение переменной равно нулю, и мы проверяем именно в кейсе значение равное нулю, то есть у нас код отрабатывает. И смотрите, если сейчас мы, например, поменяем значение переменной на единицу и запустим код, то у нас switch уже не отрабатывает. То есть видите, да, мы print не получили. Но смотрите, в чем штука свитча, да, фишка. В том, что мы можем проверять разные значения. То есть мы сразу можем указать, ну, давайте я скопирую здесь. Вот, мы сразу можем указать еще какие-то значения. Тут, допустим, видите, 102. Но дело в чем, что если мы сейчас запустим все как есть, ну вот, предположим, да, сейчас скомпилируем с вот этим вариантом, когда у нас значение нашей переменной value равно единице, и мы проверяем именно этот кейс, да. Запускаем программу, получаем выхлоп от тела первого кейса, ну как бы по счету второго, да, и третьего кейса. Почему так происходит? Потому что, когда мы заходим в switch, мы передаем наше, ну, значение, да, нашу переменную со значением единица, и первое, что мы делаем, мы проверяем самый первый кейс, у которого значение 0, то есть мы сравниваем со значением 0. И у нас этот кейс не отрабатывает. Но после этого, когда мы сравниваем уже со следующим кейсом, где значение проверяется единица, у нас действительно совпадает значение переменной и проверяемого значения в кейсе, и выполняется этот кейс. И дело в том, что специфика свитча такая, что мы выполняем так называемый принцип проваливания в код. Или, как он еще называется, fall through. То есть мы проваливаемся в код, и по сути, как только
мы находим первый кейс, с которым у нас соответствие по значению выражения, да, происходит, и значение в кейсе, все остальные кейсы выполняются тоже. То есть, если мы сейчас добавим еще, допустим, кейс, ну, вот чисто для проверки я вам покажу, да, добавим кейс, который будет проверять значение 3, он тоже отработает. То есть, как только у нас выполнится один кейс, вот давайте еще тоже дополнительную проверку сделаем, когда 2 будет. То есть уже понимаете, да, первые 2 кейса, ну по счету я имею в виду нулевой и первый как бы у нас не отработают, но начиная со второго отработает, и за счет принципа проваливания в код, false true, мы как бы 2 выхлопа получим от второго и третьего кейса, видите? Вот, и для того, чтобы избежать такого поведения, да, потому что, ну, в большинстве случаев мы захотим при совпадении нашего значения выражения и проверяемого значения в каком-то конкретном кейсе реализовать какую-то конкретную логику. И для этого нам на помощь приходит наш уже знакомый по предыдущему уроку statement break. То есть мы таким образом сразу, по сути, выйдем из свитча. То есть смотрите, теперь как только мы получаем соответствие с каким-то конкретным кейсом и значение нашего выражения, мы выводим только конкретный блок нашего кейса, код, да, и сразу же выходим из свитча. То есть в этом случае нам оператор break очень хорошо помогает, чтобы не выполнять вот это вот проваливание в код, вот это false true. И также помимо брейков есть еще дополнительный у свитча statement, который называется default. Он выполнится в том случае, если ни один из кейсов не будет находить как бы соответствие с выражением, которое находится в круглых скобках. То есть ни одно значение кейса не будет соответствовать. Но в любом случае вот этот дефолт все равно отработает. Давайте даже вот выведем, вот так проверим, да. И сейчас специально передадим значение переменной какое-то, которое не соответствует ни одному значению в наших кейсах. Видите, то есть у нас в кейсе 0, 1, 2, 3, а мы имеем значение в переменной равное 5. И в этом случае все равно дефолт, как видите, запускаем, компилируем, запускаем программу, дефолт все равно отрабатывает. Видите, print default. Вот, ребят, в принципе, это что касается свитча, базовое такое его представление. Он очень много где используется. Потренируйтесь, просто поработайте с кодом, немножко переставляйте там значения, попишите разные кейсы, попробуйте без брейков, потренируйтесь с false true, да, с проваливанием в код, потом брейки поставьте, попробуйте пописать в дефолт что-нибудь. Часто в дефолте пишется еще брейк. То есть, знаете, дополнительная такая проверка, что если ничего не нашлось, то мы как бы выходим. Но у нас код как бы тривиальный, тут в принципе дефолт не обязательно, но просто знайте, что такое часто тоже бывает. Все, ребят, спасибо большое вам за просмотр. Если вам нравится контент, то поставьте мне, пожалуйста, лайк, подпишитесь на канал и добро пожаловать в комментарии. Если есть какая-то адекватная критика, дополнение, пожелания, то пожалуйста. Также напоминаю вам, что я еще стримлю, ссылочку на мой Twitch канал вы можете найти в описании под большинством последних видео. И еще раз спасибо за просмотр, удачи вам в обучении и пока!